познакомились достаточно давно, уже прошло очень много лет с тех пор, как мы познакомились. Мы сначала с Глашей учились вдвоем в институте. Ходили в поход вместе с нашими друзьями-музыкантами. И в один момент мы решили, что мы тоже можем собрать группу. Почему бы и нет? Мы, типа, девчонки, можем тоже собраться и вместе играть и делать что-то интересное. Шутка переросла во что-то серьезное, и вот мы группа Lucid Vox. Спустя 8 лет шутки мы существуем. Мы здесь. Ура! Наше первое выступление, оно было в 2011 или в 2012 году. Это, по-моему, был концерт, который устраивал мой парень. И там были группы, тогда группа «Девушка-школьника» только начиналась. По-моему, они были. Группа «Вторые брюки», по-моему, тоже только-только начинались. Они были. И вот и мы тоже на заре, так сказать, своей карьеры выступали своими первыми песнями. Но вообще, на самом деле, теплые воспоминания, потому что так это все было ново, такие были свежие эмоции. Пришли все наши друзья. Да, пришли все наши друзья. Вот. А потом ты уже взрослеешь, начинает на тебя ходить другая публика, вот, и ты думаешь, ой, я сегодня даже ни одного друга своего не позвал. Нормально. На самом деле, я помню, как мы пришли на первую репетицию, мы выбрали, по-моему, 4 песни, которые мы попытаемся скаверить. Это была группа Warpaint, White Stripes, группа Can, Группа Blur. И Blur. Да. Я еще помню, Pixies там были. Pixies. Sonic Youth еще был. Этого я не помню. Я, в общем, в своей юности слушала в основном Том Йорка и там Бон Ивера какого-нибудь, Бьюриэл и всякую электронную музыку. Наверное, не сказать по моим барабанам, что я такая супер чил. Вот. Анька слушала металл. А Линка слушала джаз. Я училась в театральной школе, где у нас на переменах играл джаз, поэтому это для меня настолько норма. И еще я в детстве слушала очень-очень-очень-очень много. Слушала Битлз, у меня были кассеты, и сейчас я по-прежнему считаю ее потрясающей группой с очень крутыми песнями. Вот. Но когда мы начинали, я помню, что у меня было супер время какого-то мата и эмо-рока, и мы, собственно, с мужем Глашей, это бывший гитарист группы «Спасибо» и «Страселом», мы покупали на троих вискарик, сидели перед концертами всяких клубов, вот, и просто, не знаю, парни все время отстукивали по коленкам все эти песни, и вот так проходили наши вечера.
Мне кажется, в целом какой-то был поворотный момент, когда группа Goat стала популярной. Мне кажется, мы все как-то одинаково вдохновились, как-то были очарованы этой музыкой. И мне кажется, ну прям было такое хорошее влияние от этой группы. Я бы сказала, что когда мы работали над альбомом, то я слушала много металла какого-то, и это отличает этот альбом от предыдущих работ. Там, не знаю, слушала Tool и Russian Circles. Блин, удивительно, что в этот момент я, наоборот, когда мы готовили альбом, слушала очень много всякого contemporary джаза и, там, не знаю, Bad Bad Not Good, и, наоборот, старалась, думала, блин, как это более надо в классическую музыку уйти, чтобы понять какие-то азы, ну, то есть, и сделать музыку немножко разнообразнее. Ну, знаете, есть плейлисты, которые ты слушаешь просто так для себя, а у меня есть еще плейлисты, которые я слушаю, чтобы, вот, типа, почерпывать что-то для барабанов. Вот я сейчас опять возвращаюсь, типа, к какому-то, типа, crazy джазу, чтобы тоже почерпывать для себя какие-то рисунки. Это очень интересно вслушаться каждый инструмент. Глаша приносит какие-то гитарные рисунки, вот, и мы по этим уже, например, гитарным рисункам делаем песню или в целом какое-то видение, то я сначала садилась что-то там на барабанах, наигрывала, или Глаша что-то на гитаре, или Аня на басу, или там Алина, может быть, приносила какой-то текст. В общем, что-то начиналось, и мы все вместе это в итоге делали вплоть до вокала. Ну, то есть это была очень совместная такая работа всегда. Но у нас в основном тексты раньше писала только Глаша. Например, в этом альбоме у нас мы все стали авторами текста. У каждой из нас есть несколько песен, в смысле текст песен. Например, «Беглец» пошел от Нади. Надя придумала клавиши, и мы эти точно. клавиши в итоге развили в песню уже. Потом В наложился общем, это текст. совместная работа. Да, это совместная работа. Совместная работа на репетициях. Хотелось бы сыграть на нашествии. Почему нас никто не зовет? Нас ставили на наше радио однажды, а там была рубрика «Жесть, полная жесть» или что-то такое. Жесткий диск. Жесткий диск. Там нас ставили. Да, так что мы готовы к нашествию. Наш жесткий диск, ты есть готов. Но, безусловно, есть огромное количество фестивалей, на которых мы не выступали. Мне кажется, мы еще в начале своего пути, особенно касательно зарубежных всяких стран и фестивалей. Вот в последнее время к нам поднялся довольно сильный интерес из Франции и Италии. Вот, благодаря новому альбому и нашему лейблу Glitter Beat. Большое желание выступить на Лёгис Ху, потому что тоже, опять же, музыкальные кураторы очень внимательно относятся к тому, какие группы играют на фестивале, и это очень очевидно. Ну и, конечно, на самом деле хочется попробовать себя на большой сцене и выступить на какой-нибудь, не знаю, Коачелле или Примавере, просто для того, чтобы понять, умеешь ли ты держать толпу, скажем так, в том смысле, что раскрыться как-то для, не знаю, 2000 человек так же, как там для 20. Это очень интересно. Нас, кстати, очень любят металлисты. Но это реально каждый правда. метал-фестиваль — это полный успех. Каждый метал-фестиваль мы такие, блин, ну, девчонки, мы звезды. Правда, они прям нас обожают, они реально открыты к такой музыке. И ты играешь там, не знаю, для 300 человек, они прям все месяцы жестко. Вот. Круто было бы все же выступить на KXP, сделать лайв такой. Это такая моя большая-большая мечта. Ну, и это будет очень приятно находиться в списке таких там групп, лайвы которых ты смотрел на этом канале.
самых классных групп, с которой я бы хотела просто посидеть на одном диване, это группа Led Zeppelin, наверное, потому что из таких старых групп одни для меня наибольший интерес вызывают в плане музыки. Я, честно, не знаю. Ну, я подумала, может быть, было бы здорово там поговорить с Виктором Цоем. Типа, знаете, вот как с друзьями сидите, там, выпиваете на кухне до утра и разговариваете душевно обо всем. Может быть, это было бы забавно, наверное. Не знаю, может быть, я бы с Летовым поговорила о современной повестке, о том, что сейчас происходит, и вообще, ну, да, наверное, я бы поговорила с Летовым. О, я, кстати, подумала, что если бы вот меня так посадить за один столик в каком-нибудь там барчике и налить бокал вина, я бы скорее села с Рэй Чарльзом, вот. И потому что для меня совершенно удивительный персонаж, и мне кажется, с ним было бы о чем поговорить. Я последнее время делаю, мое хобби — это делать декорации для наших лайвов и концертов. Мне это доставляет такое огромное количество удовольствия, меня это очень успокаивает. Ты делаешь что-то руками, ты просто ставишь какую-то приятную музыку на фон или подкаст и просто погружаешься в это. Я могу очутиться, просто проснуться и понять, что время уже 2 часа ночи. И я сделала какой-то элемент, и он мне нравится. Я такая, ну все, здорово, круто, можно идти спать. С чувством выполненного долга и какой-то реализации, что ли, самореализации. Круто. Это интересное хобби. Рекомендую делать декорации. Я занимаюсь фотографией, наверное, это мое хобби. Я даже отучилась в школе Родченко. Вот. Не знаю, люблю фотографировать на пленку и вообще люблю снимать, но сейчас у меня, к сожалению, на это нет времени или усидчивости, или не знаю. Вот. Но хотелось бы продолжить этим заниматься. Я очень много рукодельничаю, я там плету всякие украшения, там иногда шью какие-нибудь уродливые вещи, которые никто не может носить. Ну, мне просто тоже, типа, люблю делать. Вот как Алина говорила, что ты делаешь руками, и поэтому там успокаиваешься с этого. Я занимаюсь танцами и хожу в штаб акционистов, который создала Катрин Ненашева, вот, уже 3 месяца. Вот, мы встречаемся 2 раза в неделю, придумываем акции и такое, знаете, если вы смотрели «Гарри Поттера», когда-нибудь я чувствую себя в отряде Дамблдора, вот, внутри, типа, России, потому что мы каждый раз собираемся такие, ну что, сейчас мы сделаем что-нибудь. Это очень крутые встречи, которые заряжают меня настолько энергией и большим вдохновением, в том числе и для группы, потому что это очень большой ряд очень разных людей, у которых очень разный жизненный опыт. Типа, мол, давайте будем говорить о том, что с нами происходит, мы не будем об этом молчать. И это очень вдохновляет.
Нож. Сначала я принесла гитару, а потом к этой гитаре прибавился кусок со сложным размером от Нади и Ани. Нади и Ани. А в самом конце потом появился текст. Принесла его Аня. Типа, блин, это же так сложно, ну, типа, писать, и как-то, ну, я была очень злая, написала этот текст, скинула девчонкам, и просто так. А девчонки такие, типа, круто. Как только Аня, я помню, что как только Аня принесла этот текст, он у меня сразу лег на песню, вот просто моментально. И вот прям сразу я поймала какую-то ноту вот эту истеричную, которая меня потрясающе вдохновляет каждый раз. Я обожаю это состояние такого нерва во время этой песни. Блин, еще круто, кстати, что вот в эту тему у нас очень классный звукорежиссер Паша Еремеев, вот, и он нам сейчас делает, ну, там, вот альбом мы вместе с ним готовили, и Паша иногда добавляет некого нерва уже на записи, в том смысле, что он предлагает какие-то идеи, там, типа, вот шепот он, по-моему, предложил сделать вокруг, где там, типа, как ведьма, как будто Алина шепчет, и разные, типа, бэки, которые еще больше добавляют, типа, такой... Такого хоррора. Да, типа, прям супер хоррор, история. Очень круто. Да. Можно я прорекламирую свою группу? Да, конечно. Недавно у меня и еще у моего партнера появилась группа «Тварь». Группа называется «Тварь», пишется транслитерацией. Скоро выпустим альбом, и имеет смысл послушать. Так много групп интересных. На самом деле, из последнего, что меня впечатлило, и на каком последнем живом концерте нам удалось побывать, это была группа Black Midi на Боли. Вот, вообще, если границы когда-нибудь откроют, я очень на это надеюсь. Сходите на Black Midi, это вообще круто. Да, они крутые, кстати, вживую. Вот мне сложно было воспринимать записи, но вживую мы 2 раза их слушали. Это просто взрыв башки. Из российских бы, ну, мне очень нравится там проект Зумва, вот он выпустил альбом недавно, не знаю, до сих пор нравится очень Настя Лавозера. А, кстати, по поводу одних из последних зарубежных концертов мы с Глашей ходили на Godspeed You Black Emperor. Вот зашел, и ты не помнишь, что происходило, ты вышел и просто, ну, не знаю, не можешь разговаривать толком ни о чем примерно, ни с кем какое-то время, и тебе нужно осознать этот концерт. Такие крутые концерты, они оставляют такое неизгладимое впечатление, как вот самые лучшие фильмы в твоей жизни или самые лучшие картины или инсталляции, которые ты увидел, которые смогли в какой-то степени немножко перевернуть твою жизнь. Мне очень нравится творчество Союза. Я считаю, что это группа, которую стоит слушать. Они клевую музыку делают. Мне очень понравилось, что сейчас, как выступает Луняна, и что, как она звучит. Мне как-то, в общем, круто. Вот. Из отечественных. А из зарубежных я бы хотела сказать всем слушать группу Want, потому что Want считаю недооцененной, очень крутой психоделической группой. Я до сих пор не могу понять, почему у них так мало просмотров на всех их лайвах. Очень крутые ребята с очень крутым музыкальным взглядом. В общем, Want топ. Мне этот год действительно больше всего запоминается тем, насколько это тяжело, насколько сложно адаптироваться к изменениям, и то, что эти изменения, как бы они совсем нежеланные. Мы не могли там ездить в туры, куда-то на фестивале, где-то выступать, но все равно было чем заняться. У нас был выход альбома, мы знали уже там в начале года, что у нас в октябре будет выход альбома. Мы начали работать с лейблом, готовили все эти клипы, поэтому, не знаю, нам все равно было чем заняться. Поэтому я думаю, что, несмотря ни на что... Он был интересным и дающим, мне кажется, какие-то плоды на будущее. Если, вы знаете, съездить в путешествие и потом приехать и не забыть, о чем ты думал, я думаю, что это только начало пути нового. Хотелось бы, чтобы этот год для меня лично заставил меня наконец-то собраться силами и начать делать то, что, не знаю, то, что могло бы изменить окружающий мир, например, не знаю. Пока. Пока.